Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет. Я сегодня к вам с новыми ниточками. Ну, хотя мы с ними работали, да, но с новым узорчиком. Узорчик очень простой, узорчик летний. Переходим, так скажем, на летние, по возможности, ниточки, тонкие крючки и летние узорчики. Итак, кто еще не вязал с данной пряжи? Смотрите, Alize Diva, новички, да, кто еще не вязал. А мастера, кто уже вязал, пишите комментарии, нравится, не нравится вам данная пряжа. Итак, в 100 граммах 350 метров находится здесь. Получается, по цвету, пока не забыла, цвет это 263. На камеру передается более насыщенный такой цвет, так он более спокойный. Так, дальше, это стопроцентная микрофибра, и нам советуют брать крючок от единички до троечки. Я вязала данную пряжу троечкой крючком, но сегодня решила сегодняшний узорчик связать крючком номер 2. Видите, вот такой вот у меня крючок есть. Посмотрим, что получится. Вы берите свою пряжу, берите свой крючок, который вам рекомендует производитель, да, и все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 15 петелек. Я, получается, в силу того, что крючок тоненький, да, ниточка тоненькая, я наберу 3 раппорта. Это получится 45 петелек. И одну петельку наберу воздушную дополнительно для того, чтобы узорчик красиво закончился, ровненько. А вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы, получается, ее не считаем. А теперь 46 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46. Вот наш будущий образец. Далее я настоятельно рекомендую, да, и в многих узорах делаю. Первый ряд будет у нас дополнительный, что много новичков смотрят, чтобы они не запутались вот в этих воздушных петельках. Мы сделаем целый ряд столбиками с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Аккуратно отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. И так мы будем провязывать каждую петельку нашей цепочки, контролируя себя. Если я провязала, получается, набрала 46 воздушных петелек, у меня должно получиться 46 столбиков с накидом. Вы контролируйте себя, сколько набрали. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали, это тоже имитация столбика с накидом. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Мне еще нужно будет провязать 40. Так, давайте провяжем. Вы у себя, я у себя. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. Так, смотрите, вот наш аккуратненький ряд столбиков готов. Теперь мы можем спокойно приступать непосредственно к самому узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее по узорчику идут 4 воздушные петельки. Набираем. Раз, два, три, 4. Это получается, мы с вами набрали здесь в сумме 7 воздушных петелек. Далее пропускаем 4 столбика в нижестоящем ряду. Раз, два, три, 4. И в пятый столбик мы делаем накид и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять шагаем. Раз, два, три, 4 столбика пропустили. И в пятый столбик провязываем, смотрите. Накид, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, сюда же 2 петельки, стоп. Накид, сюда же провязали 2 петельки, стоп. То есть получается у нас 3 неполных таких вот столбика. 4 петельки на крючке провязываем вместе. Оп, и обязательно зафиксировать. Понятно? Далее опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый столбик делаем накид, провязываем 1 столбик.
То есть вот как в самом начале мы делали. 4 воздушные петельки, 1 столбик. 4 воздушные петельки, здесь будет 3 столбика с одной верхушкой. Итак, провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый провязываем 3 столбика с накидом с одной верхушкой. Угу. Все. И вот так вот вы шагаете, чередуете столбики. 1 столбик, 3 столбика. 1 столбик, 3 столбика. Дальше у вас будет 1, 3, 1, 3 и так далее на длину вашего образца. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши окошечки такие широкие, готовы. Да? Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же, в этот же столбик мы с вами должны будем провязать еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вы пока просто повторяйте, да, потом поймете принцип узорчика. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот этот вот столбик, да, пышный столбик из 3 столбиков, пропускаем полностью. Переключаемся там, где у нас 1 столбик. И в этот столбик будем провязывать веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понятно? Вот у нас формируется вот такой вот веерочек. То есть здесь у нас, получается, попалась только как бы половинка, да, веерочка в самом начале. Далее опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем через наш столбик, вот этот вот состоящий из 3 столбиков, там, где 1 столбик. И провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Понятно? И так вы будете делать до конца ряда. То есть вы будете работать только с единичным, да, одиночно стоящим столбиком с накидом и провязывать веерочки. Так, это у нас 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет 5, 6, 7. Угу. Понятно? Вот. Там, где одиноко стоящий столбик, 7 столбиков с накидом, 7 столбиков с накидом, 7 столбиков с накидом. Здесь я вас встречаю. Договорились? Все, давайте. Несложно у вас получится. Так, вот, смотрите, наши веерочки готовы. Так, тут получается у нас пол веерочка. Так, далее, смотрите, провязали веерочек, 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 веерочек. И здесь, получается, у нас будут не 3 воздушные петельки, да, как было между веерочками, а сделали одну воздушную петельки и закончили ряд. Все, столбиком с накидом. Далее продолжаем. Делаем опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И теперь будем работать с нашими веерочками, а именно с первыми 3 столбиками. Итак, накид. В первый столбик провязываем столбик с накидом 1. Во второй столбик провязываем столбик с накидом 2. И в третий столбик провязываем столбик с накидом 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И перепрыгиваем, получается, 1 столбик. И следующие 3 столбика провязываем точно так же. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. То есть мы как бы наш веерочек разделили пополам. Угу. Опять 2 воздушные петельки. И точно так же следующий веерочек тоже делим пополам. То есть 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 1 столбик и следующие 3 столбика веерочка тоже провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Видите? 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. И дальше опять 2 воздушные петельки, 3, 2, 3, 2, 3, 2 до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Несложно? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали ряд с нашими 3 столбиками,
3 столбиками и 2 воздушными петельками. И как мы будем заканчивать данный ряд? Смотрите. Получается, мы провязали 3 столбика, да, воздушные петельки мы не делаем. И сразу же в последние вот эти 3 петельки подъема мы провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это петельки подъема. Поворот. И теперь нам надо будет по узорчику еще набрать 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Итого 6 воздушных петелек. А далее смотрите внимательно. Вот эти вот 3 столбика, которые мы только что провязали, мы должны будем провязать их все вместе с одной верхушкой. 1, накид во второй столбик. 2, держим на крючке. Накид в третий столбик. Провязали точно так же 3. Теперь у нас 4 петельки на крючке, и мы их провязываем вместе и обязательно зафиксировать. Видите? То есть вот, вы пока просто повторите, потом поймете принцип узорчика. Далее, воздушная петелька. Переключаемся вот на следующие 3 столбика. Мы их тоже провязываем с одной верхушкой. 1, накид, 2, накид, 3. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. А теперь будьте внимательны. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наша арочка, да, между столбиками. Ныряем в эту арочку из 2 воздушных петелек. Провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же соединяем 3 столбика вместе с одной общей верхушкой. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Поняли? То есть вот у нас из одного веерочка начинает формироваться, и вот тут уже сформировались 2 листика. А здесь был, получается, в самом начале всего лишь только 1 листик. Тут половинка веерочка. Поняли, да? Почему у нас здесь было так много воздушных петелек? Все. Далее все то же самое, что мы сделали и здесь. 1 воздушная петелька. И опять перепрыгиваем. 3 столбика вместе. Так, провязываем. Давайте еще раз покажу. 1, 2, 3. Провязали все вместе, зафиксировали. 3 воздушные петельки. В арочку столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И следующий листочек формируем. 1 столбик, не полностью провязали. 2 столбик и 3 столбик. Теперь все 4 петельки вместе. Оп, и зафиксировали. Понятно? Все. И у нас получается из каждого нашего веерочка, формируются вот такие вот по 2 листика. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши листики готовы. Так, как мы закончили ряд? Получается, мы провязали последний листик и сразу же столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И далее у нас должны быть 4 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3, 4. Итого 7 воздушных петелек. Далее, смотрите, переключаемся. Вот там, где у нас стоит одинешенек столбик, да, мы в него будем провязывать 3 столбика с одной верхушкой. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вот у нас получается между нашими листочками, да, стоит одинешенек, одна воздушная петелька. Ныряем в эту воздушную петельку, в арочку, и провязываем столбик с накидом. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять переключаемся там, где у нас стоит 1 столбик, так, и провязываем 3 столбика с одной верхушкой. 1, 2 и 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. И опять в арочку между вот нашими листиками провалились и провязали столбик с накидом. Вспоминаете, да? Мы уже где-то так вязали, согласитесь. А вязали мы вот в самом начале, помните? Вот мы вязали в самом начале точно так же. Мы делали такие вот широкие окошки. Сейчас мы сделаем эти окошки точно так же здесь. Так, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Итак, видите, мы, получается, полностью повторили вот этот вот первый ряд узорчика. А теперь, смотрите, мы, получается, закончили столбиком с накидом. Так, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот.
И помните, да, что мы провязывали веерочки, помните, веерочки, там, где стоял один столбик. Один, 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 там будут веерочки. То есть вы видите, да, то есть будет небольшое смещение. Итак, давайте там, где один веерочек, провязываем, один столбик, вернее, провязываем веерочек. Из 7 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5, 6, 7. Угу. Перепрыгиваем вот наш такой вот пышный столбик из 3 столбиков и делаем, получается, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгнули и опять к следующему одиноко стоящему столбику присоединяемся и провязываем веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Принцип понятен, да? То есть вот, получается, наш вертикальный раппорт узорчика идет от вот этих вот, получается, столбиков пышных, да, веерочек, расходится веерочек, соединились листики. Все, дальше опять начинается тот же самый вертикальный раппорт, только немножко смещен. Понятно? Все. А все остальное все то же самое. То есть у вас опять будут веерочки, 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 веерочки. Обратно вы идете, они у вас разделяются, да, веерочки по 3 столбика. Обратно идете, соединяете уже листики. Все, раппорт закончен. Следующий раппорт будет у вас точно такой же, как самый первый ряд. Понятно? То есть, ну, в шахматном порядке. Понятно. Давайте увеличим наш образец, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Это должно получиться очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот получается, провязала я еще несколько рядочков. Вот такой вот получается легкий нежный ажурчик. Получается, мы с вами провязали один вертикальный раппорт, да, узорчика. Я провязала еще 2. Видите, в шахматном порядке располагаются вот эти вот листочки, веерочки. Вообще не сложно, очень легко вяжется. Смотрите, вот так тянется и вот так тянется, видите? То есть, получается, вертикально тянется больше. Что это может быть? Маечка, топик. Возможно, вы возьмете другую пряжу и сделаете палантин, возможно, шарфик, да? Может быть, у вас будет какая-то интересная блузочка. То есть, это может быть в комбинации с другими узорчиками, да? То есть, один из элементов. Вы можете менять несколько узорчиков, то есть, как на вашу фантазию. Давайте замерим. Если я, получается, набирала 46 воздушных петелек данной пряжи, данным крючком, данной плотностью вязания, у меня это получается вот 17 сантиметров. И тут получается вертикальный раппорт узорчика у нас 1, 2, 3, 4 ряда, да? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, это получается уже 12. Так, и 13, 14 и первый ряд 15. Так, сколько это будет в моем случае? 15, если рядов. Ну, практически 13 сантиметров, да? 12,8. Вот. Вяжется, еще раз повторюсь, очень легко. Не запутайтесь. Видите, какой рисунок, да, по итогу получается? Красота, красота. Кто вязал данным узорчиком? Рассказывайте, что вязали. А если не вязали, давайте подкидывайте в комментариях идеи, что можно связать данным узорчиком и использовать какие ниточки. Вот такая вот летняя красота. Переходим, да, на летнюю пряжу, летние узорчики. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, делитесь с друзьями, с подружками. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.